А чё, давайте на свой манер снимем по-русски. Вообще круто. Они все равно схавают все. Наш Волга здесь пройдет! И сдохнем мы здесь! Вон чему! Среди множества жанров кино есть особая каста, которая рассказывает про вампиров. На заре кинематографа этот жанр не знал забвения. И если в начале фильмы по большей части были связаны с именем Дракулы, то позже появились вампиры на любой вкус и цвет. От страшных и кровавых до тех, которые понравятся 12-летним девочкам. И если в начале Россия проигрывала кровавую гонку, лишь изредка демонстрируя клыки, то выход «Ночного дозора» доказал: российское кино может сказать свое самобытное слово. Но порой на свет появляются те, кто пьет кровь создателей фильмов и просто воруют идеи. Они не способны придумать ничего своего. В народе, презрительно уродуя слово «кровосос», их называют «отсосы». Все начиналось вполне обычно. В первых числах августа 2014 года Фонд кино выделял деньги на различного рода кинопроекты. На этом мероприятии некто Вадим Горяинов заявил: сценарий вот очень хороший. Никто в тот злополучный день не придал значению его реплике. И только спустя 2 года стало ясно, какой страшный смысл скрывался за этими словами. Следствие возглавил один из опытнейших оперативников России Толя Постибайло. Меня сразу же удивил главный герой фильма. Согласитесь, ведь нечасто главным героем становится крик. За этим криком я чуть было не упустил улику. Дело в том, что создатели умыкнули шрифты оформления у небезызвестной игры Dishonored, не утруждая себя даже в малейшем изменении. Тогда я еще не знал, что это лишь верхушка айсберга. Главного героя зовут Паша, и он работает курьером. И в последнее время ему снится сон о спасении некой девушки. Ее же он видит на плакатах и в новостях, и по счастливому стечению обстоятельств встречает ее в месте доставки. Это Дана, певица, хочу у нее автограф взять. Но. Здесь каждый что-нибудь хочет. Я, например, хочу быть актером. Бездарная озвучка оказалась ложным следом, который отвлекал следователя от сюжета. Дело в том, что девушка из снов Паши – вампирская княгиня, которая скрывается от своих клыкастых сородичей. Задумайтесь, чтобы скрыться от посторонних глаз, эта вампирша принимает облик известнейшей певицы. Насколько тупорылой надо быть? Первые зацепки привели следователя к тому, что Паша за взятку получает информацию о местонахождении певицы. Эй, не забудь, ты у меня в долгу. Не знаю, звучит как-то по-гейски. Далее поступает информация об антагонистах фильма, злых вампирах, которые ищут княгиню. Они же реализуют целую серию краж чужих идей. Тебе известно, зачем меня разбудили? Педиковато-хипстоватые кровососы разбудили древнего вампира, который первым делом после пробуждения бросается на голубя, хотя перед ним литры человеческой крови. Что хотели сказать создатели?
Что перед нами свирепый вампир? Голубя съел. Охуеть! Ну ты царь. По оперативным данным, после этого голубопийцы поехали к княгине с целью похищения. Не встретив особого сопротивления, вампиры вытащили певицу из номера. Но они не знали одного. Создатели, как и девушка, смотрели 13-й район. Первые 15 минут фильма, а уже 3 жертвы. Преступники чувствовали свою полную безнаказанность и словно стали глумиться, постоянно включая слоумо и доводя до изнеможения жертв плагиата. Валим, бежим! В лифте прибывает команда из агентства, которое борется с вампирами. Сценарная экспертиза постановила, что из лифта вышли дегенераты. Ведь они используют огнестрельное оружие, которое не берет вампиров. После этого за сценаристом была установлена слежка. Нунчаки против вампиров. Это гениально. Гениально! Никто до меня до такого не додумывался. Так, снежок против оборотня. Очевидные вещи приходят только мне на ум. И крестовая отвертка против грифона. Лучшее оружие. Самое лучшее оружие в кино. Но, как оказалось, сценарист все еще способен был удивить. Между княгиней и Пашей тотчас вспыхивает любовь, что не сделаешь в желании приманить зрителей на альтернативу «Сумеркам». Ты убил Михала. Ты воин. Паша я. Курьер. Я ждала тебя, Паша-курьер. Не особо пафосно, конечно, но все же лучше, чем если бы он работал проктологом. Тогда найди меня. Что ты делаешь? Стой! Куда ты? Андрюшенька, в какую сторону полетела? В сторону Австралии? Я выпотрошу тебя, как свинью! После случившегося стало понятно. Главный злодей не выглядит страшно и свирепо. Он не внушает опаски, как древний вампир, вроде Дракулы или Виктора из фильма «Другой мир». Но при этом злодей не выглядит молодо, что отметает возможность быть вампиром нового поколения, как в Блейде. В «Ночных стражах» вампира вытащили из тематической вечеринки клерков на Хэллоуин. Да и актер, что уж там, отыгрывает на том же уровне. Впрочем, если не сравнивать с главным героем. Российский институт театрального искусства. Факультет набирает студентов. Телефон +7 495 690. Ну а далее мне удалось выяснить, во-первых, у Ермольника по сюжету один глаз, и во-вторых... Выслать уборщиков на угол 81 и Централ Парк Вест. Все в порядке. Мам, а я как домой попал? Я вроде понял. Эта штука стирает воспоминания. Но не могли же они столь нагло плагиатить, подумал унтер-прапорщик и вновь обратился к скрытой камере. Даже если кто-то заметит, что этот гаджет по стиранию памяти я украл из людей в черном, я скажу нет, потому что наш гаджет по
стиранию памяти. Память не стирает! Это показалось мне каким-то бредом. Но сюжет фильма подтвердил запись скрытой камеры. Ведь Паша на следующий день действительно возвращается в тот же отель, пробирается в тот же номер, находит браслет Даны, который по какой-то причине забыли убрать. И лишь нелепая случайность в виде караулищего в лифте Ермольника не дает скрыться. Паша вернулся в этот отель, потому что помнил про него, а Ермольник вернулся, потому что Павел ему нужен. Оперативник пересматривал этот фрагмент раз за разом, пытаясь понять, почему нельзя было взять Пашу в первый же день. Эта загадка так и останется неразгаданной. Сука, вы все равно скажите, что он особенный! Толя, успокойся и продолжай. После применения насилия Павла отвозят в неизвестном направлении. Че думаешь, какие мысли? Да обычно, Игорь. Обычно-то не совсем. У него чуйка на них. Он что, нас видит? Он иной. Вы видите то, чего других научили не замечать. Независимо от того, что думает ваш капитан. Мы осуществляем надзор за представителями альтернативной жизни в пределах Москвы. И тут я понял, что поймал их с поличным. Организация, которая скрывается от людей и контролирует поток нелюдей. Попахивает плагиатом, не так ли? Собственно, они этого и не скрывают. Долбаные люди в черном? После допроса Ермольник открывает перед новобранцем агентство. Ой, это кадры с потерпевшим. Отличий на самом деле много. Отечественная база куда унылее и печальнее. Мир намного богаче, курьер, чем ты думаешь. Конечно, непосвященные ни о чем не подозревают. Оно и к лучшему, все довольны. Мир просто ясен. А эти вчерашние кто? Упыри. Вампиры, что ли? Вампиры. Это в кино. У нас упыри. Вот она, зацепка. Следователь перемотал фильм на несколько минут назад. Янку, оставь, помни о цели! Получается, создатели родом из Европы. Чутье не подвело оперативника. У нас режиссер абсолютно с таким европейским видением кино. Он больше к западу. Режиссером фильма оказался Эмилис Веливис. Какой же бюджет у фильма, если пригласили снимать литовского Гая Ричи? Их бюджет сопоставим с бюджетом фильма «Ночной дозор». При этом разница между фильмами более 10 лет. По итогу сравнения был сделан неутешительный вывод. Деградируем. Также в пример можно привести фильм, который был снят аж в 2010 году и бюджет у которого был в 6 раз меньше. Фильм этот называется «Земля вампиров». Снят куда лучше, сценарий есть и даже актеры играют. Ты мне нужен, курьер. Ты рубежник. Кто? Ты избранный. Кто? Могучий джедай. Кто? Ты долбоёб. Кто? Я! Кто? Ермольник объясняет, что без рубежника, который чует нечисть, команде крышка, поэтому им жизненно необходим Паша. Стоп! Подождите. Я не соглашался еще. Сори, ну это разводка какая-то. Вампиры, ведьмы, оборотни. Я вот не верю. На героя не подействовал стиратель памяти. При этом он отказался от предложения Ермольника, ссылаясь на то, что не верит в вампиров. Идиотизмом они запутывали следы. Ну а далее, как гром среди ясного неба, создатели копируют целые сцены. Сомневаешься? Подумай хорошенько. Завтра ответишь. Подумай, ответ дашь утром. Оперативник тут же командует: задержать. И как оказалось, не зря. Ведь далее они копируют костюмы.
Я должен тебе доверять. Откуда я знал, что вы смотрели фильмы 90-х? Но если я думал, что эти киноделы не смогут привнести ничего своего в концепцию отношений наставника и ученика, то я ошибался. Нападай. Зачем? Тогда защищайся. Хватит! Они привнесли бессмысленное избиение. В чем смысл? На логичный вопрос стажера наставник отвечает избиением. И это никак, ни на что не влияет. Не, ну а чё он? Чё он это? Первогодка, душара, чмошник. Меня тоже ведь за что-то в армии били. Становились понятны мотивы сценариста, но дальнейшее развитие событий повергло в шок даже бывалых следователей по сценарной логике. В тот злополучный день герои выдвинулись на поиски Лешего, и так как Паша обладает чуйкой, то он и должен был найти нечистотного. Но он демонстрирует свою полную несостоятельность, и далее по сюжету он ни разу не покажет никаких способностей, что перечеркивает на корню нужду спецотряда в главном герое, что убивает смысл всей сюжетной линии. Оперативники не могли прийти в себя, но внезапно раздалось злосчастное «Верник!». По месту жительства ответственного за кастинг тут же была вызвана группа захвата. При задержании подозреваемый оказал жесткое сопротивление, поэтому пришлось применить оружие. Еще одна зацепка была утеряна. Кого ты испугался? Никого я не боюсь. Ты что, считаешь, что это было смешно? По материалам фильма удалось выяснить, именно так должен выглядеть Леший. И кроме невидимости, он должен ржать где ни попадя. Верник рассказывает, что первый, кто женит на себе Дану, станет предводителем нежити, мегасильным князем вампиров. Речь Верника распознавал специальный аппарат, потому что человек выдержать такой уровень кривляний попросту не способен. День обернется ночью, и вкусит князь кровь княгини, и обретет Силу. Героям срочно надо найти княгиню, а ее местоположение знает колдунья по имени Лисица. Откуда она может это знать? Видение. Вещи и сны. Не могли логично оправдать? Да. Лисица создает в голове Паши видение. Дана? Ты меня не любишь больше? Джентльмен не станет лишать леди приятных иллюзий. И там же визуализируют местонахождение княгини. Но... Я ничего не понял. Она в твоем сердце. Лишь прислушиваясь к нему, ты сможешь помочь Дане. Главное, слушайся сердца. Слушай свое сердце. Слушай, сердце ты, все тогда поймешь. Это уже тянуло на серию штампов. Было ясно. Завелся маньяк-штамповик. Герои к нужному месту и вообще ко всем местам Москвы ездят на спецпоезде метро, а на вооружении отдела по борьбе с нечистью стоят УЗИ. Так, все, срочно нужна психиатрическая экспертиза. Герои находят нужный тоннель и находят княгиню, но последняя недовольна. Я верила тебе! Ты был мне братом, я любил тебя! С чего это она вдруг верила Паше? Когда это произошло? Они виделись не больше 5 минут. Если Лиса могла показать видение другому, с чего княгиня говорит... Зачем ты их привел? Потому что он ее любит, а она его. Это любовь с первой секунды. Вы кто? Я? Я понятая. Если вы одобряете эту тупость, вы соучастник. Для нее все было кончено. 15 лет строгого просмотра только хороших фильмов.
А вот следователь продолжил расследование. Дану пакуют в вагон, как вдруг... 5 метров. 4. Да что за черт? О боже. Куда ты, блядь, целишься? Напротив тебя же Ермольник. Пидорас. Я даже не знаю, что хочется больше этому вампиру. Крови или кофе из Старбакса. И, конечно же, в бой опять идут нунчаки с огнестрельным оружием. Ведь до этого они так превосходно уничтожали вампиров. Мы должны были умереть, блядь. Это было божественное вмешательство. Ты знаешь, что такое божественное вмешательство? Божественное вмешательство? Дом при прицеливании жмурит зрячий глаз. Глаз у меня один, но работает как перископ. Подержи. Завязывается нешуточная потасовка. Спецназовцы тянут время и теряют здоровье, чтобы Ермольник успел в слоумо перезарядить свой револьвер, дабы после зарядки взять револьвер за дуло и нажать им на тумблер, который опустил шестиствольный пулемет. Добро пожаловать в Москву! Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не пойдет. А фронт столетний дождь прошел, нормально, летний дождь, мелькнет в толпе. У следователя в голове крутились вопросы без ответов. По кому так усердно продолжал стрелять Ермольник? В чем смысл сцены с пулеметом, если нападает всего парочка противников? Поезд будут ремонтировать на налоги граждан? Зачем была нужна та перезарядка револьвера в слоумо? Почему очередь из пулемета прошила насквозь одного вампира, но не прошила стоящего за ним? Руки, расположенные параллельно друг другу, защищают от пуль? Зачем он выпустил все патроны? Ведь в вагоне еще оставались враги. По факту беспросветного идиотизма был допрошен свидетель. После кинотеатра я пришел домой и залез в ванну. Я пытался отмыться, но мне не получалось, хотя я тер себя. А потом мне сказали, что я смыл все улики и уже ничего нельзя сделать. Как мне теперь людям в глаза смотреть? Они же на меня пальцем будут показывать после того, что произошло. Тем не менее, дело нельзя было оставлять нераскрытым. Напыщенно главарь вампиров двигается к Ермольнику. Все действия отсоса так медлительны, что поезд успевает подъехать к выходу из тоннеля. Хотя, судя по способностям, продемонстрированным ранее, он бы весь поезд успел вырезать за то время, пока делал губы уточкой. Если так свести губы, вампир кажется симпатичным. Или что, если голубей нет, то и стараться не надо? В итоге он бросает сестру на растерзание солнцу, после чего собирает новую команду и совершает очередное безжалостное нападение на зрение и уши зрителей. Чокнутая, черт иди, чокнут. Прячу черные глаза за черненькую челку. Да, я в крупном списке. Вампирский паркур! Внезапно откуда-то взялась целая армия кровососов, которые беспределят в разных частях города, поэтому на задержание отправляется весь отдел. Нет, отечественный отдел по борьбе с упырями работает только в слоумо. На базе же остается лишь Паша, который понимает, что все это хитрый план. Он их уводит! Янку, куда уводит? Да никуда. Откуда? Он знает, где база. Прием, как слышно? Что, блядь? Да. Янков знает, где база. Пошел нахуй. У нас проблемы. Тебе думать еще рано. Ты выполняй пока. Вот думать будешь, когда научишься.
Тем не менее, Паша зачем-то пытается думать. Вытаскивает Дану из закрытой клетки, затем вытаскивает ее из укрепленной базы и тут же получает тяжелые телесные. Княгиню, конечно же, похищают, что наконец наталкивает Ермольника на мысль о бездарности и никчемности подчиненного. А если вспомнить, кто этого подчиненного вербовал, то и о никчемности самого главы дозора. Далее будет продемонстрирован шокирующий контент. Просим убрать детей от экранов. Спецотдел едет задерживать предателя, который сообщил местонахождение базы вампирам. What the fuck is this? Свинар не рассказывает, что скоро затмение и придет мега-вампир, а посему дозорным нужно найти Дану, местонахождение которой известно Паше. Но откуда? Так как персонаж Паш ранее отбывал фейспалм по статье «Тупость», самолично узнать ее местонахождение он не мог. А узнал он от Лисы с помощью очередных видений. Лиса в бонус постаралась удовлетворить потерпевших женского пола с помощью притянутой за все выпирающие романтической частью. Крылья есть у каждого. Не всем дано их расправить. Ты сможешь. У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал. Ну. Что ну-ну? Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает. Паша немедленно отправляется на базу и говорит, что знает, где вампирюги прячутся вместе с Даной, но ему нужно оружие. Ты, главное, задержи их. Наши будут там минут через 15. Чеснок по дороге почистишь. Так лучше, поверь. Надеюсь, ты не ошибаешься. То есть у них все это время было действенное оружие против вампиров, но они его не использовали. Слушайте, блять, какая мне разница? Ну было, не было. Кто вообще за этим следит? А почему тренированный вояка на базе не поехал бить вампиров и спасать Дану вместе с Пашей? Ну, не знаю, может быть, ни у кого из команды не было ключей от базы. И у них всего лишь один дубликат, и кто-то должен был остаться на базе, чтобы как бы дверь на защелку не закрылась. Задержанный попытался сослаться на поврежденную левую руку правши вояки, но объяснить, как это мешает вояке кидаться чесноком и стрелять из огнестрела, он не смог. И какого черта у них на базе всегда только один человек находится? Тем не менее, Паша садится в поезд и едет в Москоу-Сити, чтобы там, во-первых, поорать, во-вторых, пафосно зайти вместо того, чтобы расстрелять врага сразу. Ты кто? Крылья Москвы. Экспресс-доставка. Срочная доставка? Что в ней? Прикупил кусок мертвеца. Круто. И в-третьих, использовать все знания, полученные из фильмов про вампиров в финальной схватке. В отличие от потерпевшего Блейда, уникальное оружие никак не демонстрируется своими уникальными особенностями. Герой использует его обыденно. И, конечно же, слоумо. Сейчас они наклонятся. Я их каблучком-то ударю. У меня там шпорка серебряная. Кровосос ёбаный, сдохни наконец! Тем не менее, Паша под напыхом вампирской силы сдает, но вдруг появляется лиса, которая внезапно умеет делать людей невидимыми. Попробую, вернись.
После этого остается финальный босс. Сыщик заметил одну странную деталь. То княгиня обладает невероятной силой, то ведет себя как принцесса из Марио. Но его раздумья прервали очередные крики. Завязывается битва, в которой Пашу постоянно отбрасывают, но в пределах крыши. И он раз за разом берет строительные принадлежности и бьет злодея по наглому хребту. Кто-то жаловался на людей в черном, что там, мол, злодей отбрасывает героя на кран. В «Ночных стражах» это повторяется 3 раза подряд, пока Паша не психует. Вера побеждает страх. И все? Просто верить. Этого вполне достаточно. Несмотря на то, что вампир держал княгиню 2 руками, при столкновении с Пашей вниз летят они без девушки. Ты не ушибся? Паша умирает, но прибегает Данна, кусает, а затем целует избранного. И теперь... Ты самый крутой среди упырей. На свидание не опоздай. Бабы этого не любят. Поверь мне, сценарий вот очень хороший. Особенно диалоги. Ты же понимаешь, что это запись, доказательство твоей вины. Либо ты идешь на сделку со следствием, либо возвращаешь государственные деньги, которые были выделены на этот фильм. Сценарист согласился. И теперь банда плагиатчиков была у оперативника в кармане. Посадите их, посадите, это они виноваты, еще сценарист. Он поведал, как без стыда и совести за основу взяли «Ночной дозор» и «Людей в черном», включая не только концепции, но и целые сцены. Раскрыл завесу тайны над получением государственных денег. Тогда, в далеком 2014 году, они просили денег на комедию. Это не мрачная история про вампиров. Это реально очень смешной, комедийный, ироничный фильм. То есть, поймите, мы собираемся делать комедию, а не ужастик. Это совершенно... Поэтому рисков здесь нет. Но, получив деньги, эти дельцы гуляли, кутили, делали все, что угодно, кроме работы над сценарием. Отсюда и взялись идиотизм с тупостью. Да и остальные члены съемочной группы старанием не отличались. Возьми хоть актерскую игру, хоть компьютерные эффекты. А когда опомнились, было уже поздно. И они начали брать чужое, принадлежащее другим режиссерам и сценаристам. И почувствовав вкус хороших сценариев, их было уже не остановить. Приговор был вынесен. И теперь, когда все закончилось, хочется спросить у российских киноделов, долгим ли окажется затишье? Вопрос, понятное дело, риторический.